Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я вас приглашаю на прогулку по старинному городу Суздалю. Vous êtes prêts? Alors on y va! Суздаль – один из красивейших древнерусских городов. Он является единственным в России городом-музеем. На территории Суздаля находится около 300 памятников, которые стали культурным достоянием не только России, но и мировой культуры. И многие памятники истории были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Суздаль отмечает в этом году тысячелетие. Праздники будут проходить в 10 числах августа. К тысячелетию переложили вот эту площадь торговую заново камнем. Камень вынимали, мыли и опять укладывали. И половина камней исчезла. Один песок, один мелкий камень. Идет реставрация торговых рядов. И интересно, закончат эти работы к тысячелетию Суздаля или работы окончат только ко второму тысячелетию города Суздаля? По нашей доброй традиции, пожалуй, стоит выпить чашку чая, тем более это в Суздале. Наливайте, говорит, чашку чая, говорит, мне послаще, говорит. Помните стихотворение Дэниела Хармса? И вот такой у меня замечательный вид на старинные суздальские церкви, свежепозолоченные, и гостиный двор, торговые ряды. Первое, что стоит посмотреть в этом старинном городе – Суздальский Кремль. Археологи утверждают, что история Суздальского Кремля началась в X веке, когда в излучине реки Каменки появились первые оборонительные сооружения. Стоит уделить внимание суздальской медовухе. Этот хмельной напиток – визитная карточка города. В Суздале работает завод, выпускающий медовуху, и его продукция считается самым лучшим суздальским сувениром. Сегодня вторник, туристов не так много во вторник в Суздале, и экипажей очень много в ожидании туристов. Ой, лошадка спит. Кстати, сегодня только плюс 23, ура, потому что неделю назад было плюс 30. Ну, почти карета Золушки. С 15 века на территории Кремля проживал архиерей, поэтому и палаты называются архиерейские. И в 13 веке здесь был построен Рождественский собор. Точно подсчитано число звезд на куполе главного собора Кремля Суздальского – 365, что соответствует количеству дней в году. Из территории Кремля мы сейчас пройдем с вами на территории музея деревянного зодчества. Вот такие складные лавки появились в Суздале. Речка Каменка, и цветут кувшинки. И здесь, кстати, есть речные трамвайчики. По-моему, это стоит 800 рублей. Так что вы можете прокатиться по речке Каменки от музея деревянного зодчества до Покровского Спас-Ефимовского монастыря. Пройдем там, где не ходят туристы. Здесь же на территории Кремля. И есть изменения к лучшему. Например, дороги. Вот выложена дорожка камнем. Это приятно. В этом году Суздаль отмечает тысячелетие, потому что впервые в летописях старинных был упомянут Суздаль в 1024 году. Но в каком веке хотя бы был основан Суздаль, историкам неизвестно. Об истории его создания ходят легенды, и ни одна версия пока не нашла однозначного подтверждения. Интересно, что в Суздале каждый год проходит праздник огурца. Да-да-да, такое мероприятие действительно существует. Во вторую субботу июля жители Суздаля традиционно отмечают праздник огурца. Гостям этого праздника предлагают отведать разнообразные блюда из этого овоща. Очень красивая улица. Улица Старая называется. Вот именно здесь, в одном из домов, снимали старый советский фильм «Женитьба Бальзаминова». И вот там видно вам скульптуру в черном.
Открытие, видимо, состоится скульптура только в праздник тысячелетия, то есть в августе. И это скульптура Бальзаминову Вицину. Придется приехать еще раз, чтобы посмотреть скульптуру. Знаменитые колокольни дудки их называют, суздальские. А вот там и домик Бальзаминова. Во дворе этого дома проходили съемки фильма «Женитьба Бальзаминова». Это был 1964 год. А вот и дом. Он какой интересный дом. Отреставрировали очень хорошо. И дом русского чаепития. По-моему, это чайная или, может быть, даже ресторан. А это знаменитые старинные ворота Ризоположенского монастыря. Монастырь действующий. А дальше я хочу пройти к Покровскому монастырю. Мне очень нравятся дома. Не новоделы, а вот такие старые дома, которые были прекрасно отреставрированы. И вот такой замечательный вид на башню Ризоположенского монастыря. Через Каменку строят новый мост. Построили уже почти, но идут еще работы. Строители в основном из Средней Азии. Все как везде. От центра до Покровского монастыря пешком, ну, максимум, не знаю, 15-20 минут медленным шагом. С остановками, если вы хотите сфотографироваться где-то, но посмотреть это стоит того. Вот это красота. А здесь настоящая деревня. Тихо. Знаете ли вы, что Суздаль – это единственный в России город-музей под открытым небом? Единственный город-музей. Давайте пройдем на территорию Покровского монастыря. Такая толщина стен здесь. Покровский монастырь был основан в XIV веке. Сюда цари русские ссылали неугодных им жен или бесплодных жен. Самая знаменитая история была с Соломонией Сабуровой. Сейчас это действующий монастырь. До начала 90-х годов 20 века это была гостиница. И вот эти вот дома деревянные, это были гостиничные номера. Сейчас здесь живут монахини. А вот это вот монастырский музей. Но, кажется, все отобрали уже у музея. Теперь монахини сами проводят здесь экскурсии, зарабатывают. Все утопает в цветах. Красиво. Совсем рядом здесь находится и мужской Спас-Ефимовский монастырь. Давайте я вам тоже покажу этот монастырь, потому что он тоже интересный. Ну а если уйти чуть подальше от туристических троп, то можно увидеть вот такое заброшенное строительство. Давно уже строят, но никакой стройки не ведется. Через Каменку есть мост, по которому вы проходите и выходите к Спас-Ефимовскому монастырю. Вода в Каменке очень теплая. В Покровском монастыре звонят колокола. Там Александровский монастырь, вернее, то, что от него осталось, только церковь и колокольня. Каменка и стены Спас-Ефимовского монастыря. Везде идут работы, шумят машины. Интересно, закончатся эти работы к 10 августа. Если вы никогда не были в Суздале, непременно посетите Спас-Ефимовский монастырь. Здесь много музеев, хорошая музейная экспозиция. Здесь очень интересный монастырский сад. И вы услышите колокольные звоны. Да, но хочу вам сказать, что здесь серьезная стройка идет, подготовка к тысячелетию. Такие. Очень здорово, что Суздаль отмечает тысячелетие, хотя бы здесь делают нормальные тротуары. На улице Ленина, центральная улица называется улица Ленина. Николаевский посад не поскупился на витрины. Надеюсь, что вот такие действительно старые дома не исчезнут, а будут отреставрированы. Суздаль, город-музей, туристов очень много, несмотря на то, что это день недели, это вторник. Так что теперь я еду в деревню к тетке, в глушь, в Саратов, как там у Грибоедова, кажется так. Перед тем, как отправиться в деревню, я хочу съесть пару пирожков и выпить чашку чая вот здесь, в этой в новом чайном салоне. Если кто-то из вас приедет на тысячелетие празднования Суздаля, вот этот дом русского чаепития рядом, практически с домом Бальзаминова, на улице Старой. Пирожки с капустой,
луком и яйцом, с яблоком и Ага. с мясом. И с мясом. Здесь или все будет. Ой, замечательные стихи Блока. Этот чайный дом открыли год назад, 1,5 года назад. Пирожки. Один с мясом, другой пирожок с луком и с яйцом. Бон аппетит! Если вы приходите в компанию, то можно заказать самовар чая в этом ресторанчике, в этом кафе. Но я взяла чашку зеленого грузинского чая. Впервые пробую грузинский зеленый чай. Будете в Суздале, непременно зайдите в это питейное заведение. Мне очень понравилось. Чай очень вкусный, пирожки очень вкусные. Интерьер напомнил мне одно из кафе в Сеуле. Очень уютное кафе. Суздаль преобразился в лучшую сторону. Многие дороги отреставрированы, тротуары покрыты плиткой. Вот как здесь, например, очень приятные улицы, много цветов, дома очень многие отреставрированы. Жаль, что пришлось ждать тысячелетия города Суздаля, чтобы наконец-то власти взялись за реставрацию этого города. Простые радости жизни. Земляника, чистая река. Чистейшая река, очень много ключей, холодная вода достаточно, потому что ключи холодные бьют. Чистая вода, очень чистая. Вот там кувшинки цветут. И аромат земляничных полян. Идем в гости к пчеловоду за медом. Здесь есть пасека, и я хочу купить мед. Как раз сегодня пчеловод качает мед. Вы слышите, как гудят пчелы? Ой, что-то я попала. Ой, пошла, отсюда пошла. Запечатанная. Ага. И вот этим ножом вот Ага. распечатываешь. Понятно. Таким образом срезаешь. Ага. А это вот что А это такое? вот это вот, что остается. Это воск. Воск? Да, Ишь, запросто. а что вы с ним делаете? Ну и продаю, и просто когда он весь стекет, Ага. переплавляю на воск. Понятно. Это аппарат для того, чтобы из сотов выкачать мед. Вот как это делается. Ставится сюда. Ага. Да, Так. Вот как вы качаете мед. О, первый раз вижу. Вот оно как делается. Ясно. Ребята, ароматы меда, воска. Вот, видите, какой у меня мед нефильтрованный. Смотрите. Как я люблю мед. А вы, друзья, любите мед? Пишите в комментариях. Вот он мед. Центральной России. Самый вкусный мед. И куриные шашлычки. Бон аппетит! Бон аппетит! Такая красота, такое отражение. Только ради этой красоты стоит приехать сюда. Между облаками самовар, рисунок самовара.